Хотите выучить больше слов, улучшить произношение и по-настоящему глубоко почувствовать русский язык и русскую культуру? Для этого вам нужно просто слушать песни. Для этого вам просто нужно слушать музыку. И в этом видео будет столько моих любимых песен на русском языке, чтобы вы знали и понимали русский язык на следующем уровне, на новом уровне. Здесь будет все. От девочковой поп-музыки до брутального рэпа, от каких-то веселых танцевальных треков до грустных, меланхоличных. Какие-то из этих песен, я думаю, вы уже знаете, но какие-то для вас станут приятным сюрпризом. Привет всем! Меня зовут Ярослава. Это канал для тех, кто изучает русский язык. И если вы на этом канале в первый раз, добро пожаловать в нашу дружную компанию. А если вы уже смотрели мои видео, то я рада видеть вас здесь снова. И я надеюсь, что у вас сегодня отличное настроение. У меня тоже сегодня отличное настроение, потому что завтра или на следующей неделе, посмотрим, я открою 10 новых мест на мою программу «Спринты». Поэтому, если вы хотели, думали учить русский язык со мной, то это отличная возможность, это отличный шанс. И вся информация будет по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Добро пожаловать! Рада всех вас видеть, а мы с вами начинаем говорить о музыке. Я долго думала, как сгруппировать этих исполнителей, но я ничего не придумала, поэтому я буду просто рассказывать о них в случайном, в рандомном порядке. И первыми в этом списке будет, наверное, самая популярная, не самая популярная, но самая известная российская группа за пределами России. Может быть, вы слышали про эту группу. Это группа Тату. Если вы смотрели фильм «Анора», который вышел в прошлом году и который взял премию «Оскар» во многих номинациях, то вы слышали эту группу. Они появились в конце 90-х или в начале нулевых, и это была очень провокационная группа, и они, конечно, сразу стали очень популярными. 3 самых известных песни, которые я советую послушать, это «Я сошла с ума». Я говорю название этих песен, и мне сразу хочется петь. Я сразу начинаю петь. Так вот, первая песня «Я сошла с ума», потом «Нас не догонят» и «Не верь, не бойся, не проси». Как я уже сказала, у них очень бунтарский дух, бунтарское настроение. Поэтому, если вы чувствуете, что вас все бесит, то группа Тату, я думаю, вам понравится. Следующая исполнительница, наверное, она одна из самых моих любимых сейчас, моих любимых молодых, актуальных певиц. Так вот, это Dead Blonde. У нее очень интересный стиль. Она берет вдохновение из позднего СССР, перестройки, 90-х, в общем, из этого периода. И если вам это время ни о чем не говорит, то скажу и сейчас я. В общем, атмосфера в то время была, скажем, как, наверное, на Диком Западе. Это ранний капитализм, это бандиты, это олигархи. И все это в эстетике знаменитых советских пятиэтажек, хрущевок. Поэтому для меня это все родное, и для вас это тоже может стать чем-то родным, если вы послушаете эти 3 песни. «Снег растаял на плечах». Я сразу начинаю петь. «Новой шубы норковой». Отлично. Потом «Мальчик на девятке». Девятка — это такая машина, Лада 09, по-моему. И «Ах, Россия, матушка». Следующая певица — это мастодонт российской культуры, советской культуры, русской культуры. Это Надежда Кадышева. Она поет в жанре русская народная песня. И почему я добавила ее в этот список?
В последнее время Надежда Кадышева стала очень популярной среди молодежи. Но я думаю, что вы понимаете, что такой жанр очень далек от современной молодежной музыки, от того, что обычно слушают молодые люди. Но она стала очень популярной. Одна из причин — эти песни всегда были с нами всю нашу жизнь. И поэтому, я думаю, молодые люди, которые случайно где-то услышали Надежду Кадышеву, они подумали: мы это знаем. Это такая ностальгия по тому счастливому прошлому, по тому радостному времени, когда мы были детьми, смотрели телевизор по выходным, и все было хорошо. И песни Надежды Кадышевой очень простые, душевные, очень, можно сказать, заводные. Когда вы их слышите, вы сразу хотите танцевать. И вы можете их выучить очень-очень быстро, потому что там очень простые слова. Эти слова постоянно повторяются. В общем, я вам могу посоветовать тоже 3 песни. Давайте. Первая песня "Течет ручей". Течет ручей, бежит ручей, и я ничья, и ты ничей. Я не могу. Это в нашей ДНК. Следующая песня тоже про любовь. "Я не колдунья". Очень энергичная песня, если вы хотите потанцевать. И третья песня — это хит тиктоков, инстаграма и всего. Это "Плывет веночек". Я вам рекомендую, советую от всей души. Так, стоп. Я записала все видео, и только потом я поняла, что я забыла сказать вам, что если вам нравится это видео, то поставьте ему лайк. Если вам нравится это видео и вы хотите увидеть больше таких видео, то подписывайтесь на канал. Это бесплатно, это стоит 0 рублей, а мне будет приятно. И, конечно, я хотела еще раз сказать про спринты. Если вы учите русский язык, чувствуете, что нет прогресса, вам не хватает системы, вы не знаете, что вам нужно учить, в каком порядке, и вам нужна помощь и поддержка, то я думаю, что спринты как раз для вас. Спринты — это 3-недельная программа, где мы идем от простого к сложному, от теории к практике, к аутентичным материалам. Каждую неделю у нас есть встречи, задания в чате, дополнительные материалы. В общем, все, чтобы вам было классно, комфортно и интересно учить русский язык. Поэтому, если вы хотите учить русский язык со мной, то добро пожаловать. А мы продолжаем смотреть видео. Следующая певица. Мужчины тоже будут, но пока, пока у меня в списке женщины. Следующая певица — это Монеточка. Кстати, может быть, вы знаете, может быть, нет, но в Российской Федерации есть у некоторых людей, публичных личностей, есть статус иностранного агента. Это значит, что этот человек получает спонсирование от иностранных организаций или, в общем, из-за границы. И про это нужно говорить в соответствии с законодательством. Я не знаю, нужно мне про это говорить или нет на моем канале, но я уже сказала, что Монеточка — это иностранный агент, поэтому я сказала. Монеточка — это смесь новой искренности, иронии и социальных тем. Я бы сформулировала ее стиль так. И ее песни очень трогательные, и на первый взгляд кажутся простыми, на первый взгляд они кажутся несерьезными, но если вчитываться в текст, если вчитываться в стихи, то, конечно, можно найти там много чего интересного, глубокого. И какие песни я могу посоветовать? Наверное, самая популярная песня, песня, с которой началась ее популярность — это "Каждый раз". Следующая песня, очень популярная сейчас, называется "Self Harm", про любовь. И когда я слушаю эту песню, я всегда плачу. Хотя она звучит очень легко,
но я не могу, я просто плачу каждый раз. Очень трогательная песня. И третья песня «У мамы есть секрет», и у меня бегут мурашки каждый раз, когда я слушаю эту песню. Да, 3 песни каждый раз: «Self Harm» и «У мамы есть секрет». Группа Сплин. Это рок-группа из нулевых, 90-х. Я думаю, сейчас они тоже выпускают новые песни, но я слушаю только старые песни. Стиль этой группы Сплин вы можете уже прочувствовать просто по их названию. Вы можете понять по их названию. Это экзистенциальность, меланхоличность. Представьте себе такую картину, представьте ситуацию, что вы едете по серому-серому Петербургу в автобусе, и вы смотрите в окно, идет дождь. Вот это Сплин. Песни, которые я вам советую послушать. Выхода нет. По названию понятно, какая депрессивная эта песня. Остаемся зимовать и «Мое сердце». «Мое сердце» — это оптимистичная песня, но таких у них немного. Кстати, интересное слово «зимовать» — это оставаться где-то на зиму. Зимовать. И если вам хочется чего-то более лиричного, такого томного, про любовь, то это «Гости из будущего». Я очень люблю эту группу. Как можно охарактеризовать, как можно описать их эстетику? Наверное, я бы сказала, что это альтернативная танцевальная музыка, что-то между европоп, евроденс и ambient. То есть это больше электронная музыка и танцевальная, и еще лирическая. В общем, это нужно слушать. Что могу посоветовать? «Беги от меня». Песня начинается так: «Я люблю тебя, я больше не люблю тебя». Вы уже понимаете эту песню. Итак, «Беги от меня», «Почему ты», «Почему солнце свет» и «Зима в сердце». Как много поют о зиме, как много поют о зиме. Следующая певица, тоже иностранный агент, на всякий случай говорю, это Земфира. Земфира — это наше все. Наверное, вы знаете об Александре Сергеевиче Пушкине и что для русской литературы, для русской классической литературы, для русской поэзии Александр Сергеевич — это наше все. Аналогично, Земфира — это наше все для рок-музыки. В 90-е или в нулевые, не помню, она просто пересобрала рок-музыку, как мне кажется. Это уникальная исполнительница, она и поэт, и музыкант. Очень глубокие тексты, очень поэтические, как я уже сказала. Можно даже не понимать слов, но на эмоциональном уровне вы все поймете. Итак, что слушать? «Хочешь», «Бесконечность», «Бесконечность без конца» и «Аривидерчи». Например, вот эти 3 песни. Ну, там, конечно, есть из чего выбрать. Следующий певец — Найк Борзов. Альтернативный рок, инди-рок. Я его люблю просто всем сердцем. Я слушала его альбомы много-много раз. Для меня это что-то очень родное, душевное. Песни «Верхом на звезде», «Лошадка» и «Загадка». Песня «Загадка» про одну женщину, и я не знаю почему, но я всегда плачу. Для меня эта песня очень трогательная и очень такая сентиментальная, чувственная. Я не знаю почему, но я просто с ним на одной волне. И, как обещала, брутальный русский рэп. Я не буду советовать конкретные песни, потому что, ну, в них во всех поют примерно об одном. Я думаю, вы понимаете. Это криминал, там много нецензурной лексики, что-нибудь 18+, ну, вы понимаете. Это рэп. Но если вам тоже нравится такая брутальная музыка, то могу посоветовать «Бульвар Депо», трэп, современный, молодежный, Фейс, иностранный агент, кстати, не забудем про это,
социалистические, социальные темы, подростковый бунт, ну, очень энергичный. И третий — это Кровосток, тоже иностранные агенты. Это такой гангстер-рэп, но из 90-х и нулевых. То есть там про бандитов, там про наркотики. Очень гротескно и очень графично. И, конечно, все они, особенно, я думаю, Кровосток, очень провокационные. Поэтому я вас предупредила, я вам это сказала, и ваше дело слушать это или нет. Ну что, друзья, наверное, я рассказала вам про всех моих любимых исполнителей на русском языке. Конечно, это не все, их очень много, но это первый список, хорошо? Скажите мне, пожалуйста, какие песни вам нравятся, кого вы слушаете на русском языке и кого вы знаете из моего списка. Давайте поболтаем, и мы с вами встретимся совсем скоро. Кстати, я совсем забыла сказать. Ссылка на спринты в описании. Поэтому до встречи там. Пока-пока.